Тело массой полкилограмма начало двигаться под действием силы F. Коэффициент трения равен 0,5. Определите ускорение тела, если модуль силы равен. Первый случай 3 ньютона, второй случай 2,52 ньютона и третий случай 5,5 ньютона. Определить ускорение. Задача известна: масса тела равно полкилограмма. Коэффициент трения равен 0,5. Известно 3 случая сил, которые телу подаются. Первый случай так. F равно 3 ньютона. Второй случай F равно 2,52 ньютона. И третий случай, когда F равно 5,5 ньютона. Нужно определить ускорение, которое получается в каждом случае. А1, А2, А3, знак вопроса. Есть тело, которое перемещается под действием силы F. Есть коэффициент трения между телом и плоскостью, по которой она перемещается, равен μ. Естественно, против этой силы будет действовать сила трения, которая направлена в противоположную сторону движения. И в данном случае сила трения зависит от силы, естественно, от самого веса P. F трения равно P умножить на μ. Если запишем известных значений mg-μ. В данном случае g будем использовать как 9,8 метров за секунду в квадрате. Иногда используют 10, иногда 9,8. В данном случае так. На тело действует сила 3 ньютона. Против силы 3 ньютона действует сила трения. То есть сила F. Первый случай разбираем. Когда F равно 3 ньютона. F минус F трения будет равно тому ускорению, которое будет создавать вот эта разница этих сил. m. В данном случае A будет равно F минус F трения делить на m. Подставим сюда значение F трения, которое равно, зависит от массы, конечно, и веса тела. Подставляем F минус, запишем так, μ, n, g и деленное на n. Это будет у нас основная формула, которую будем подставлять. Она одинаковая для всех случаев. Разница в чем? Разница будет только в силе. А у нас равно F минус μ, mg делить на n. Первый случай, когда у нас сила F равно 3 ньютона. Подставим сюда. А будет равно знаменатель 3 ньютона минус m μ 0,5, что множится на 5 килограмм и множится на g на 9,8 метров за секунду в квадрате. Деленное на что? Деленное у нас на 0,5. Перемножим тут килограмм на метр на секунду в квадрате. Это же у нас тоже будет ньютон. То есть 3 ньютона отнять. Вот это, если мы перемножаем эти все числа, мы получаем тоже ньютоны. Потому что килограмм на метр на секунду в квадрате это ньютон. 3 ньютона отнять 2,45 ньютона делить на 0,5 м. Мы получаем, давайте разберемся с ньютонами. Получаем здесь 1 приблизительно 1/10 ньютон на метр. Разберем, совпадает ли ускорение наше с ньютон на метр. Подставим сюда вместо ньютона его значение. 1,1. Ньютон это килограмм на метр. Секунда в квадрате идет вниз. И масса это просто килограмм. Вот килограммы сократились. Что мы получили? 1,1 метра за секунду в квадрате. Это первый случай, когда сила действует 3 ньютона. Естественно, ускорение у нас будет 1,1 метр за секунду в квадрате. Второй случай, когда действует сила F равно 2,52 ньютона. Не будем переписывать все эти выкладки, потому что для этого случая не такие же точно. Разница в чем? Разница в том, что вместо силы, что мы раньше подставляли 3 ньютона, будем подставлять силу 2,52 ньютона. Итого А будет равно 2,52 ньютона. Отнять. А вот это выражение, оно же везде одинаковое у нас будет для всех этих случаев, потому что реально μ, g и m не меняется. Отнять 2,45 ньютона и делить на 0,5 м. В случае с размерностями такой же точно. В лучшем случае, если мы все это дело разделим, мы получим значение метра за секунду в квадрате. Итак, тут получаем 0,07 ньютона делится на 0,5 м. Килограмм. Здесь килограмм. Тут тоже килограмм. Я записал вот килограммы. И то мы получаем метр за секунду в квадрате. И третий случай, когда сила, действующая на тело, равна 5,5 ньютонов. Ускорение будет какое? Тоже подставляем его, силу подставляем вот в числитель. Все остальные значения у нас одинаковые. Итак, 5,5 ньютонов минус 2,45 ньютонов делить на 0,5 килограмма. Получаем 6,1 метр за секунду в квадрате. А1 у нас будет равно 1,1 метра за секунду в квадрате. А2 равно метров за секунду в квадрате. И А3 равно 6,1 метра за секунду в квадрате.